Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, Таро прогноз. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. И цыганский пасьянс, который нам тоже ответит на вопросы событий ближайших дней этой недели. И если на картах пасьянса нам больше говорят о событийном ряде, то, скорее всего, на картах Таро нам расскажут, что мы чувствуем, или раскроют карты какую-то ситуацию более подробно. Давайте узнаем. И я знаю, что среди вас есть те, которым нравится пасьянс, есть и противники. И я решила несколько переформатировать видео на неделю и совместить как и пасьянс, так и расклад по Таро. И мы с вами узнаем, в чем ваша сила на картах Таро. Мы узнаем у карт, что ждет вас на работе, что вас ждет в личной жизни. Но первыми мы разложим пасьянс, посмотрим, о чем, по крайней мере, какой тон на неделю нам зададут карты. Знаете, тут может быть какая-то конфронтация, к примеру, или была какая-то ссора. Или было какое-то недопонимание, может быть, с конкретным человеком. Почему говорю «была»? На буквально первое значение выпадает. То есть это то, что не то, чтобы приходит на этой неделе, а то, что уже как будто есть или было. Возможно, вы как раз будете сводить к нулю какие-то, ну, или натянутые отношения, или поймете, что худой мир лучше доброй ссоры, это точно. Или откроются какие-то варианты, когда вы понимаете, да, правда, вы будете стараться как раз все свести к благополучию, посмотрите. А знаете, я бы сказала так, что это как раз у кого-то примирение даже будет на этой неделе. И уже за ссорой, значит, есть возможность проговорить важные темы с вашим партнером. У кого-то это может касаться работы, может быть, была напряженная обстановка. Значит, как-то оно постепенно отойдет на второй план. Вот это как и напряженность или недопонимание, или прояснятся некоторые вопросы, и сама по себе была, как вам казалось. Тут ведь нам могло и казаться тоже. Это внутреннее, когда меч, это внутреннее больше переживание. Где-то наши отношения, но все же больше эмоций, говорят. А реальность-то она вот как раз про благополучие, когда выпадает голубь, это вот как раз об этом. Смотрим, что у вас еще совпало. И совпадет. Выпадает узел, сильная связь. Я могу сказать, у кого-то по личной жизни, к примеру, была ссора с вашим партнером. Или с каким-то, пусть это давним знакомым, другом. Какая-то история личная могла встать на паузу, потому что друг друга не поняли. А у нас планетарно такие транзиты сейчас идут, что те люди, которые нужны, важны в нашей жизни, какие-то ключевые партнеры по работе, по бизнесу, они тоже могут вернуться. Это возвращаются те люди, с кем мы как раз можем на долгий период времени отстроить отношения. Поэтому будьте внимательны. И вот эта прочная связь как раз подтверждает правильность моих слов. Не стоит что-то крушить, ломать. Адаптировать, скорее всего, придется к реалиям жизни, мои дорогие. Вы посмотрите, тут у кого-то любовь может вспыхнуть с новой силой. Почему говорю так? У вас выпадает значение флирта, кот, мои дорогие. Ну и приятные эмоции, и все, что с этим полагается. Внимание, ну, где-то и ласка, ну, и флирт сам по себе. Для тех, кто один или одна, вообще прекрасное время как раз и пофлиртовать, и познакомиться. И помимо того, что выпадает прочная связь, узел, так еще и прочный союз, кольцо. У кого-то могут прийти, кстати, известия от какого-то человека,
какая-то новость, которую вы не ждете. Давайте я раскрою. Или знаете как? Вам может случайно открыться какая-то правда, из-за которой был как раз конфликт. Вы что-то могли себе додумать, или, может быть, была ссора даже какая-то, и был длительный период сомнений, когда вы не знали, доверять, не доверять, или как к этому относиться. Вот здесь как тайное станет явным. Или когда для вас, опять же, прояснится какая-то ситуация, и у вас выпадает, смотрите, змея. Ну, это больше, когда нам говорят скрытый враг или недоброжелатель, но рядом с ним ангел. Так вот, нам ведь говорят уже о каком-то примирении. Так вот, может открыться то, для кого там все же мы все разные. Когда вы думали о человеке плохо, или как-то додумали какую-либо ситуацию, а она откроется с большей информацией, и тогда вот эта информация будет говорить как раз о том, что ты зря об этом думал. Или для кого-то я все же не могу этого исключать, и розовые очки спадут в каком-то вопросе, это точно. Все встает постепенно на места. Или если была какая-то недоговоренность, или если была какая-то хитрость, она все равно всплывает, как будто на этой неделе. Или, может быть, это ну, как какое-то событие, которое вообще не связано с вашей личной жизнью, как известие какое-то, может быть, по обстановке вокруг вас. Все же мы живем с вами в турбулентное время, и тут планетарно-то даже много транзитов идет, таких, которые, ну, условно, приводят в силы вот эти конфронтационные, в движение. И в любой момент нас могут ожидать разные новости, где-то к этому тоже следует быть готовому. Но я не могу сказать, что это каким-то образом, мои дорогие тельцы, именно вам вредит. Вы все равно по любой ситуации найдете выход. И еще у вас выпадает семейное счастье, поэтому это может быть как для кого-то обустройство дома, вопросы, связанные с домом, может быть и ремонт или улучшения какие-то, или конкретно личная жизнь, семейное счастье все же у нас обозначает символ подковы. И доброжелатель, повторюсь об этом. Но мы могли как раз сомневаться в каком-то человеке, потому что рядом месяц, сомнения, неопределенности, что будет дальше. А все же нам говорят, ты какую-то историю продолжай. Тут есть какой-то, знаете, как будто телец сам себе, ну, уже где-то спрогнозировал определенную траекторию, а эту траекторию вам придется корректировать. Или планы корректировать, или что-то вот такое. В связи с тем, что откроются какие-то новости придут или какие-то события вы увидите в другом совершенно ракурсе, или предложение, может быть, какое-то поступит, или разъяснение, может быть, это будет даже связано даже с каким-то документом, хотя конкретно по этим картам нам про документы не говорят. Или, мои дорогие, вот то, почему вы переживали, оно тоже так постепенно, ну, сходит на нет. И я могу предположить, что есть и такой момент о том человеке, который был вам не очень приятен. Вы тоже узнаете какую-то тайну. Но вы как будто сами по себе, понимаете? Вас это не очень как-то затрагивает или каким-то образом может изменить направление вашей жизни. Да, коррекция может быть, но что-то глобального, чтобы вас как-то перевернуло с ног на голову, нет такого. Но несколько в тупик что-то может и поставить. Давайте мы раскроем события ближайших дней, события ближайшего будущего, неделю нашу с 14 по 20. И спросим, что вам придется, мои дорогие тельцы, адаптировать или организовывать. Чего это будет касаться? У нас весь период сейчас осенний такой адаптации. Но вот, видимо, окончательно распрощаться, мы с вами об этом говорили. И девятка воздуха – это то, чего нет. У нас показан человек, который проснулся, ну, буквально иногда это трактуется карта ночного кошмара. Ему это приснилось, этого нет в реальной жизни. Но он в этом уверен. Он как будто это пережил, ему кажется это абсолютно точно. И вот он фактически проснулся, но глаза он боится открыть. Потому что реальность, она какая-то другая. Вот для вас
знаете, не наполнять себя буквально негативом каким-то, не наполнять себя дополнительными волнениями. Вот вам придется адаптировать самого себя, потому что есть какая-то конкретика в этой неделе. И здесь, с одной стороны, какова бы ни была правда, ее важно увидеть. И с другой стороны, не добавлять вот этой ненужной глубокой философии, потому что у причала каждого дня будет стоять какая-то иная реальность. И карта говорит, конкретно инсомния проходит по этой карте, если действительно есть какое-то внутреннее беспокойство, которое выражается у вас в бессоннице. Для кого-то обратиться к специалисту, а для кого-то, возможно, да будет достаточно прогулок перед сном. Но что-то с этим нужно делать. Восстановить внутренний баланс. Вот что вам придется адаптировать. А что еще? По сути, это где-то ваша карта, потому что так у нас выглядит Верховный Жрец. Мудрец, по сути дела, тот, который знает все, тот, который имеет на все вопросы как бы ответы. Безусловно, это статусная карта. У кого-то это может касаться адаптация именно вас самих, меняется ваш статус. Иногда о статусе это говорят. У кого-то это статус может быть и по работе, когда вы можете построить карьеру, если творчество, если бизнес, какое-то ваше личное дело вас ожидает, вот буквально вы на пороге успеха. И, может быть, вы пока еще видите где-то первые шаги, что, да, вроде как дело сдвинулось с мертвой точки, но того прогресса, как вы ожидали, вы еще пока можете не видеть. И по этому поводу могут быть сомнения. Или что дела пойдут в гору, к примеру, по финансам. Вы тоже где-то можете сомневаться, что именно получится у меня что-то осуществить. А у вас такие получится, мои дорогие. Тельцы, ну, где-то карта спокойствия, надежности, уверенности. Она нам будет говорить о том, что для тебя будет очень важно все то, что, как и люди надежные, так и любое дело, которое ты, телец, делаешь, оно должно быть где-то увязано, как и с законом, к примеру, но еще и традициями. У кого-то это может говорить о личной жизни, о бракосочетании или каких-то вот таких процедурах. Иногда даже венчание проходит по этой карте. Но это мы то, что делаем наверняка. Это то, что мы делаем, как принято в вашем обществе. К вам могут, мои дорогие тельцы, обращаться за советом. И вы также можете обращаться к кому-то, чтобы узнать, как правильно какую-то ситуацию разрулить. Или, может быть, придется посетить некоторые высокие инстанции, чтобы тоже какое-то дело, ну вот как расставить все по местам, чтобы было больше надежности, было больше понимания. Но неделя сама по себе идет в таком спокойно уверенном ритме, когда вы можете что-то организовать. Тут понятно, по девятке мечей мы с вами или по девятке воздуха уже сказали, о чем речь. А здесь это организация в целом вашей жизни, когда нет противоречий с какими-то устоями или конкретно законотворческими актами, какими бы они ни были. Или, может быть, если мы по работе о ваших честолюбивых планах, ну, значит, тоже как бы подкрепление какие-то того, что вам обещается по этой карте, должны быть изложены на бумаге. Часто вот это что-то прописанное еще идет по этой карте, как будто дважды узаконенное, и поэтому надежное. Вот и такой момент учтите. Вот может быть, как и посещение каких-то чиновников или инстанций, повторяюсь, для вас подписание важных документов или решение по части личной жизни, работы, вашего творчества, когда все приходит в какой-то баланс в конечном итоге. И для вас это тоже некоторые ключи, как ключи к счастью. Это где-то ваше внутреннее спокойствие, когда вы закрываете вот какие-то гештальты, и вот это где-то девятка воздуха, она сама по себе нивелируется, уходит вот это сомнение, тревожность, потому что все встает на свои места. Больше ясности, больше понимания. В чем ваша сила, давайте спросим у карт. Ваша внутренняя сила, ваша сильная позиция.
когда вы правильно воспринимаете реальность. А еще это карта скорости, безусловно, конкретно скорость прописана, активность. И, может быть, знаете, много контактов, много разговоров, много информации. Может быть, и такой период недели, когда что-то идет достаточно ровно, мы только говорили, но в какой-то день все ускорится. Или будет какое-то конкретное одно, может быть, дело, у кого-то, все же мы все разные, когда на этой неделе быстро собрался, подпоясался и куда-то помчался. Может быть, документ получать, может быть, что-то согласовывать или узнавать, к примеру, что-то у юриста или в какой-то инстанции. Такое тоже может быть. Или конкретно переезд какой-то, перемещение, может быть и вынужденный, или какая-то обстановка. Нам ведь вот сказали, что будет какое-то известие, и придется как-то вот провзаимодействовать с этим. И как раз вот эта карта скорости говорит о том, что будет дело, которое ты не сможешь отложить на потом. Потому что потом не та фортуна, мои дорогие, это первое. Упустишь время, это второе. И это третье, это карта трансформации, такое железо пока горячо. Тут пусть оно и ускоряется. Позвольте себе пройти эту неделю по той волне событий, которые у вас складываются. И скорее не создать противоречий и нивелировать прежние какие-то конфронтации. В этом будет дважды ваша сила. Вовремя прореагировать на что-то. Для себя самого или самой собственной позиции, может быть, определить. Давайте я еще спрошу, в чем ваша сила. Ну вот все то, что я говорила, но, видимо, для того, чтобы успевать где-то. Пятерка воды, это всегда нам говорят о чем? О том, что мы как-то видим, воспринимаем, можем воспринимать мир так или обстоятельства, как какую-то досаду или разочарование. А по факту есть то, что уже не имеет значения, а просто дошло своего какого-то финального аккорда, и наша задача просто открыть как раз глаза. Тут, посмотрите, у вас двое персонажей, переложу карту, которые с закрытыми глазами. Одному приснилось, это в позиции, что придется адаптировать. И в чем ваша сила, когда вы как раз глаза открываете? И нам показано 3 разлитых кубка с молоком. А ангел сам стоит за спиной у девушки и как будто ее благословляет, успокаивает и говорит: открой глаза. Вот у тебя еще 2. И есть то, что в вашей жизни нужно сохранять. А вот то, что уже, как эти 3 разлитых кубка, утрачено, нет смысла горевать об этом. У Клаудио Пинейро есть такая замечательная фраза. Я ее себе говорю и вам повторю. Над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол. Может быть, для кого-то важно услышать: в этом ваша сила. Есть то, что должно быть и может быть продолжено, но есть и то, что нужно принять как сложившуюся реальность. Ну, как-то так, мои дорогие тельцы. Что ждет? Мы спрашивали, да? Вот давайте узнаем, что вас ждет на работе. Работа, дела, бизнес, учеба, документы. Вот каковы энергии. Как у вас тут что сложится? Давайте полюбопытствуем, что нам расскажут карты поддержки ангелов. Так что же там у тельца? Телец, тебе нужно перевернуть буквально страницу своей жизни. И, безусловно, это надежда. И нам показан один человек, который отправился от прежнего какого-то берега. И уже он подплывает к новому. Перемены неизбежны. Это карта мужества, настойчивости. Когда какой-то путь жизни вы, как первопроходцы, вам нужно пройти самому именно. Потому что жизнь неизбежно меняется. И это карта заслуженного успеха. Но это не тот успех, который буквально на этой неделе. А это скорее то, что придет потом. И это неспешная карта. Она и говорит, с одной стороны, что мы адаптируемся, опять же, исследуем непознанную землю без карты, идем в одиночку, идем по тому пути, по которому мы прежде не ходили, или в тех условиях, в той обстановке, среди тех обстоятельств, которые тоже прежде для нас не складывались, а все как в новинку, и нам совершенно другие методы потребуются. По-старому мы не можем действовать, это не сработает, или никому не нужно, или неинтересно.
Может быть, для кого-то из вас вопросы работы как раз проигрываются по этой карте, потому что по этой карте работа удаленно, работа на дому, IT-технологии проходят или какие-то еще посредством интернет, или работа, может быть, и с клиентами у кого-то, интернет-магазин, или все равно общение какое-то строится посредством, может быть, мессенджеров, и тогда это вам где-то помогает увеличить зону собственного влияния или увеличить собственную популярность, например, опять же, посредством интернет. Это все во благо, потому что карта успеха, заслуженного. И где-то детализировать наши последующие шаги, и при этом быть готовым, опять же, их корректировать. Нет статики, нет вот этого, может быть, и якоря, мои дорогие тельцы, которые все мы так любим, но потому что обстоятельства как-то вот меняются, жизнь меняется. А может быть, это то, что вы хотите изменить, ведь все же по шестерке мечей или по шестерке воздуха проходит та ситуация, когда нам самим уже не хочется даже оглядываться на какой-то прежний берег. И по работе как могут быть изменения. У кого-то это может быть связано с конкретным переездом, перемещением, релокацией офиса или сменой графика работы, когда вы работали в офисе, в организации, теперь вы будете работать на дому, удаленно, или наоборот как-то график на самой работе поменяется, или работа с командировками, или вам в принципе предстоит какая-то как трансформация, которая будет связана еще и с перемещениями и работой тоже. Для кого-то может стать на повестку недели «Я должен работать из любой точки мира». Вот как раз по этой карте тоже проходит. И успех у вас будет. У вас все получится, мои дорогие тельцы. И я должна сказать, что вот эти сложные планетарные транзиты, ну, наверное, кульминации мы так теоретически ждем, будет в ноябре все же. И у меня уже есть прогнозы на ноябрь, для кого это актуально, интересно. Это будет связано, безусловно, даже с транзитами, которые происходят в начале ноября, но и к середине ноября 20-го окончательно Плутон перейдет в знак зодиака Водолей, выйдет из Козерога, это был последний реверанс. И как раз вот пока Плутон находится в знаке Козерог, это для всех знаков стихии воды и где-то больше земли. Вам, всем нам, дается такой, ну, как прощальный аккорд, немножко скорректировать то, чтобы от чего мы отказались прежде. Или в чем мы там, может быть, как друг друга, к примеру, не поняли, если это касается отношений. Или продолжений партнерских отношений по части работы или тоже какой-то взаимосвязи. Вот то, что должно быть сохранено, оно сохранено быть должно, я бы сказала так. Потому что это будет обозначать какое-то доброе сотрудничество на последующее время, добрые контакты или добрую дружбу. Тут даже, к примеру, была любовная какая-то история, но любовь не получилась, а вот дружба получиться может. У кого-то ведь и так может проиграться. Все же мы все разные. И поэтому, знаете, вот как даже если были какие-то разногласия, вот говорят, не выплеснуть с водой вместе и ребенка. Вот что-то важное все-таки есть смысл сохранять. Поэтому здесь у каждого немножко со своими вариациями. Давайте еще спросим, что же ждет вас на работе. Кто-то, может быть, как раз, ну, как визу открывает или что-то согласовывает по перемещению. И нам говорят о своих далеко идущих планах не говори никому. Карта Верховная Жрица. И это карта интуиции, это карта мудрости. А у вас еще идет с Верховным Жрецом вместе, поэтому дважды. Молчание где-то золото, да. И карта говорит, телец, не торопи события. Терпение. Еще есть те обстоятельства, которые еще не развились до своего финала. Ты еще пока полной картины не видишь. Поэтому и выводы делать рано. И в любом событии всегда есть вот как эти две колонны. Есть то, что мы видим воочию, или то, что нам пытаются транслировать, но есть и темная колонна. Это то, что в тени. Это то, что для нашего шестого чувства интуиции говорят, учитывай это.
причины и следствия где-то формируются на основе этого. И поэтому, если мы куда-то спешим, торопимся, мы этого попросту можем и не заметить. Правда, не торопитесь. И о себе много планах не рассказывайте. Но где-то допускайте, и люди вам тоже могут всего не говорить. Что вас ждет в личной жизни? Сохраняйте самих себя, это тогда для вас будет сильная позиция. Итак, что ждет в личной жизни для тельцов? Ну, тут прямо как и решение, как какая-то возможность сама по себе. Возможность что-то создать. И по этой карте, именно в этой колоде поддержки ангелов, у нас как будто ангел на заднем плане благословляет буквально наши действия. Пожалуй, единственная колода, где туз жезлов обозначает возможность, ваше решение и переход к действиям. Вот в личной жизни где-то в этом ключе будете действовать, что-то с чем-то вы тут либо определитесь и уже точно будете знать, что вам следует продолжать. Смотрите, как здорово. У вас еще один старший аркан. Помимо вашей воли, мои дорогие тельцы, что-то становится по своим местам. Отсекается то, что не нужно. Поэтому, как и люди, если кому-то суждено уйти из вашей жизни, не держите. Если, пусть это касается каких-то материальных вопросов, значит, тоже не цепляйтесь сверх меры за что-то, потому что карта «Страшный суд». По этой карте суд вовсе не страшный, но, тем не менее, это карта возрождения, избавления от боли, от страданий. Это наши желания, которые переходят на новый уровень. И если прежний период жизни мы не могли это осуществить по разным причинам, то теперь перед нами вот-вот откроются какие-то возможности. Вы на пороге перемен и новых возможностей. Поэтому не торопитесь от чего-то отказываться. Вот я бы сказала так. Ваша действительно задача больше организовать, адаптировать, нежели, знаете, так вот безжалостно что-то разрушить. Вот где-то я бы и так тоже не побоялась сказать. Давайте мы узнаем, что же по финансам. Все же интересная неделя. Но здесь может быть как император, да, согласование каких-то финансовых бумаг, может быть и отчетности какой-то в высоких инстанциях, когда вы что-то должны сделать по закону, может быть по поводу этого переживания, может быть согласование проходит действительно несколько путей, каких-то дорог, и вы ждете важный документ. Скорее всего, вы его получите на этой неделе, но, может быть, он как-то перекликается с финансами, или у кого-то вопросы дома, или имущество. В конечном итоге тоже финансы, которые так или иначе проходят, опять же, через инстанции или через какую-то систему, порядок. Это может быть и партнер, например, ваш по личной жизни, вот такой, как император, несговорчивый на своей волне. Но может быть как раз из-за денег вот эта конфронтация или какие-то сомнения, потому что вы прежде не могли найти, ну, какое-то среднее арифметическое, когда и овцы целые, и волки сыты со своим партнером. Так ведь тоже бывает. Или, может быть, с партнером по бизнесу. Или, ну, какой-то вопрос все же для вас нужно урегулировать. Давайте я еще одну карту достану, что там для тельцов по финансам. Конкретно деньги будут на неделе, если так можно спросить. Хотя эта карта не совсем так вот предполагает это. Восьмерка воды, вы куда-то уходите. Или вы уходите от прежних систем взаиморасчета, кстати. Или вы будете что-то передумывать тут по части, или решать, нам не отвечает на вопрос. Но для кого-то из вас это новые способы заработка могут быть. Для кого-то новые возможности, может быть, через взаимодействие. Тут может быть по взаиморасчет каким-то другим совершенно образом, как не было до этого момента. Или когда вообще финансовая ситуация каким-то образом внешняя, может быть, обстановка меняется, и вам нужно, ну, себя реорганизовать в другом каком-то контексте. Но то, что вы будете пересматривать свою финансовую составляющую, мои дорогие тельцы, это точно. Давайте мы достанем карту «Совет». Могу сказать только одно, что от трат каких-то вы будете уходить, вот это факт. Больше тут об экономии, сохранении
самого себя, может быть, за счет обстановки, за счет того, что у вас есть тот вопрос, который быстро ускоряется. И вам нужно, как, знаете, из всей многозадачности выделить важное, главное и не упустить как раз время. Отчасти восьмерка жезлов может говорить о той ситуации рабочей, к примеру, которая тоже каким-то образом увязана с деньгами. Или как к вам приходят деньги. Карта совет для тельцов. Знаете, есть то, что, ну, как бы маловероятно в вашей жизни. Вот то, о чем вы думаете, чего это касается. Карты говорят, телец, ты сделал уже все, что мог. Все, что было в твоих силах. То, что уже было каким-то минусом. Нет смысла, и вы видите, что сейчас уже как из нуля в рогожечку что-то идет. Или вы не можете изменить человека, или вы не можете изменить ситуацию. Она создалась помимо вашей воли. Но тогда как сложившийся факт, вам нужно это принять. А что еще, какой еще нам дадут совет? И третья карта. Вот что-то не может быть продолжено. Но и с другой стороны, вы не можете от чего-то другого отказаться. Принять то, что есть в реальности. Может быть, кстати, как ваши внутренние сомнения. Вы боитесь, что что-то вам вернется. Тогда нам карта будет говорить нет. Вот как прошлое, может быть. Вряд ли еще раз повторится. Хорошо, а каков совет на эту неделю и на будущее? Слушай свою интуицию. Ну, тут конкретно опять про интуицию, медитирую, чтобы найти ответ. Прояснить вам нужно что-то более, чтобы для вас было более понятно, более ясно. И разговаривать, то есть строить свой диалог нужно тоже с той позиции, чтобы вас правильно понимали, мои дорогие тельцы. Для вас, видимо, коммуникация на этой неделе задача номер раз. Чтобы, может быть, не было снова, опять же, каких-то недоразумений, потому что вы друг друга не поняли. Или вы говорите на разных языках. Ну, тогда как-то вам нужно так построить диалог, чтобы вас правильно понимали. Хорошо, и если правильно поставить диалог, неважно с кем, что будет. Но вот если ты веришь, у тебя получится совершить какое-то дело. Ну, что-то может быть важное на кону, мои дорогие тельцы. Давайте еще заключительную карту. Вот 50 на 50 нам говорят. И все же никуда не торопись. Наверное, и нам ведь здесь тоже говорили терпение. Больше наблюдай, а потом только действуй. Поэтому не выносите вердиктов вот так вот в целом, чтобы подвести какой-то итог. А пользуйтесь тем, как возможность приходит на ваш порог. Или пусть вам судьба возвращает человека, или ну, какие-то контакты. Значит, подумайте, что это неспроста, а для чего-то вам это нужно. Возможно, нужно в будущем именно. Попытайтесь что-то сохранить и, правда, что-то не разрушить, больше адаптировать и организовывать. Действительно, телец, ты сделал все, что мог. Есть то, что мы могли себе запланировать, а это маловероятно. Есть то, что мы думали, может быть, абсолютно точно это наше принадлежит нам, а оно уже не имеет никакого значения. Может быть, были и те ситуации, когда мы, ну, как бы интуиция нам подсказывает, такой робкий, тонкий голосочек, а его ведь нужно еще услышать. А мы где-то настаиваем на своем или ударяемся в какой-то материализм, а у вас ни одной карты про деньги не выпадает. Значит, есть что-то более важное, может быть, духовное. Поэтому карта говорит, подожди. Наберись терпения. Вот это будет важно. Это нужно знать, мои дорогие, или учесть. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.